Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Очень просит меня рассказать об отце Ионике, поделиться своими воспоминаниями. Там на телеграм-канале из Чихачева начали публиковать воспоминания о нем, те, кто был к нему близок. Я с ним дружил 30 лет, и мы были в очень близких и откровенных отношениях. Тем более, что это совпало с тем временем, когда он тоже приехал в Чихачево, здесь служил, и когда я в Пестяках оказался, большое количество его крестников попали в мое попечение. Поэтому, когда я здесь появился в 1993 году и стал настоятелем, то отец Иоанн тогда, родился он в Донецкой области, так вот он первый приехал ко мне из окружающих нас священников, а было не так-то уж и много, но о нем я уже слышал и, конечно, был очень рад. Приехал он в то время, когда я еще жил в часовне, можно так сказать, мы ее так называли, при храме. И это был абсолютно необустроенный, брошенный дом, который нужно было еще поднимать. Так вот, он явился с большой машиной всяких вещей, которые мне нужны были для жизни, и посуда, и все. И даже телевизоры. Маленький телевизор. У меня до сих пор этот телевизор есть. Кому нужно на память, можете приехать забрать. Так вот, первая наша встреча была, ну, прямо как родные, как отец с сыном, я бы так сказал. Он был, конечно, старше меня, но зная, что я сам попекался в Троице-Сергиевской лавре, что мой духовник, отец Наум, он изначально, как я понимаю, уважал меня как священника, так как для него лавра — это, ну, как сказать, ну, эталон, или это его дом, можно так сказать, из которого он, в общем-то, и вышел. Но я не знаю, почему не попадает это в прессу, или как в СМИ, или почему нет в его биографии того факта, что он был лавровский, Троице-Сергиевской лавры, все-таки выпускник, я бы так сказал. Он мне об этом рассказывал лично. Показывал большую фотографию своего курса, ну, большую, потому что она крупная фотография, так как делают обычно, как бы фиксируя, что вместе учились, вместе закончили. Но рассказывал, можно так сказать, немного шепотом и очень огорченно, что его курс каким-то образом попал в понятие антисоветские священники. И для них это оказалось очень губительно. Насколько я помню, он называл, что из его курса выжили, прямо рассказывал, что произошло с остальными. Этот погиб под машиной, этот выпал из окна, этот внезапно умер от остановки сердца, что, в принципе, тогда можно было расценивать как отравление специальными вещами. И поэтому, в общем-то, он и оказался в Чихачево, как я понимаю, поскольку это было так далеко, и никому-то здесь не нужный, и толку от тебя здесь
никогда не будет, что его и не тронули. То есть какой толк от священника в деревне, в которой нет жителей? Когда он приехал конкретно в Чихачево, ну, может быть, было 2 или 3 жителя, там было 2 или 3 дома. Я не буду вам рассказывать все. Уж извините, кое-какие вещи я еще оставлю для себя, чтобы не все раскрывать и не все вам показывать. Потому что основной это вопрос, конечно, у всех о его экзорцизме, то есть о его отчитках. Именно с такой, можно так сказать, направленностью меня и попросили рассказать об отчитках, что вы об этом знаете. Я знаю об этом много. Во-первых, знаю, потому что сам проводил отчитки, то есть сам, можно так сказать, официальный экзорцист. И мне благословил это делать отец Наум, одобрил отец Иоанн. Еще раз повторяю, тогда он был Иоанн. Ну и проведя несколько десятков, ну а может быть даже сотен таких отчиток, я понимаю, что это такое и как это производится и что в этом важно. Конечно, вот таких публичных с объявлением, что я отчитываю, приходите бесов гонять, я проводил немного. Чаще это делалось, когда собиралось, ну, скажем, когда в Большой пост проводили большие молебны, во время молебнов о здравии, ну и индивидуальные, которые я проводил, вот наш храм, мы создали внизу этого храма специальный храмик, потому что там нашли мощи священников убиенных и посчитали, что это будет большая помощь. Так вот, когда у нас реабилитировались ребята с наркоманией, я им там в этом подвальчике эти отчитки и устраивал. Ну, надо сказать, что эффект был. У нас несколько десятков получили здоровье, полностью некоторые выздоровели. Поэтому я считаю, что я тоже умею этим заниматься. Это я так предварительно вам сказал, чтобы вы не думали, что просто так тот, кто ничего не понимает, об этом рассказывает. Так вот, смотрите, экзорцизм на самом деле вполне нормальная служба, которая в Русской Православной Церкви существовала испокон веков. У нас экзорцизмом занимался и Сергий Родонежский, и Серафим Саровский, ну и многие другие, кого мы могли бы с вами таких знаменитых святых назвать. Больше того, не занимаясь этим, практически святым стать невозможно, потому что все-таки это определенная степень твоего совершенства, раз ты берешься отчитывать людей от бесов. Но совсем официальным стал экзорцизм или отчитки, начиная с 17 века, когда патриарх Иов, забыл имя, вот, он упорядочил эти молитвы и вложил их в служебник, вложил их, значит, потом еще несколько патриархов их точно так же укладывали. Я-то и увидел впервые эти молитвы в служебнике, который был издан
в 90-е годы или в Патриархии. Большой такой учебник, где в конце учебник, служебник, он был перепечатан со старого. И в конце вот там были эти молитвы, которые, ну, в общем-то, священники чаще всего и не использовали. Так и было написано в предисловии, что старый служебник, что-то берите, а что-то из него не берите. Но, тем не менее, эти молитвы там были. И я о них узнал после того, как отец Наум несколько раз попросил меня или отправил меня на служение отца Германа Чеснокова в Троице-Сергиевской лавре, который проводил там отчитки. Он их проводил сначала в надвратном храме. Есть такой храм в Троице-Сергиевской лавре. И там собиралось так много народу, было тесно и тяжело дышать и все остальное. Но, к сожалению, тоже он подвергся, на мой взгляд, гонениям, как я понял. То есть кому-то не понравилось, что все едут только к нему в лавру, а не зачем-то еще и не к кому-то еще. И его в Петра и Павла храм, ну, не так далеко там отправили, но там тоже были отчитки и было много всего. Так вот, я его несколько раз посмотрев, значит, конечно, пришел к батюшке, он меня спрашивал, ну как? Я говорю, да нормально, очень отец Герман хорошо читает. Я, в общем, так не умел, как он, напористо, быстро, все наизусть, все замечательно у него было. Он говорит, отец Наум, что читает, понял? Я говорю, ну, батюшка, не очень понял, потому что все так быстро, все так это. И вот тогда он мне рассказал, что в отчитках используется, ну, прежде всего используется Иоанна Златоустова и Василия Великого. Молитвы, они, как говорится, всегда используются повсеместно, они присутствуют. Но еще был требник, который составил Петр Могила, и используется еще из него ряд молитв, но используется не всегда, не всеми. В общем, когда собирается какая-то отчитка, то тот, кто ее проводит, он комбинирует на самом деле. Творчество такое проявляет, а не читает все, что попало. Подождите, у меня маленький перерыв. Ну, я продолжаю свой рассказ. К нашему разговору присоединился Мирослав Федорович. Встретил меня. И мы теперь вместе с ним погуляем. И то, что я вам рассказал, это было специально подготовленное, можно так сказать, вступление. Поскольку я хочу вам объяснить, что экзорцизм, то есть отчитка, можно так сказать, от времен Сергия Родонежского была специализацией Троице-Сергиевской лавры. Во все времена, а как правило там, как я понял, было по одному или два экзорциста на поколение. То есть это не смешивали, не брали всех в отчитку и все проводили отчитку. Именно один старец, максимум два, ее проводили. И это, как правило, были лучшие вот такие старцы. И я застал именно отца Германа Чеснокова. Я не только ходил посмотреть, мы и приезжали с людьми, и отец Наум с ними отправлял нас на эту отчитку. На моих глазах проходили эту отчитку люди. Но надо сказать, что на самом деле отчитка, она бывает как явная, так и тайная. То есть, если, скажем, сам отец Наум публично не проводил такие отчитки,
то это не значит, что он не читал этих молитв и во время того, когда с кем-то в своей келье разговаривал, исповедовал, и во время поездок. И это вот одна из таких небольших тайн, которые я вам не буду рассказывать, как производится. Так вот, отец Ионикий, он был в это же самое поколение отца Германа еще одним из экзорцистов, которых вот родила, как говорится, земля русская и Троице-Сергиевская лавра и Русская православная церковь. То, что именно в этом краю проявилась его вот такая способность, как раз хорошо, поскольку из этого края в лавру поехать было далеко, а здесь люди могли к этому обратиться, к нему обратиться и такую службу получить. Так вот, поначалу, как я видел, он, конечно, и сам в какой-то степени волновался, когда производил эту отчитку. Был молодой, энергичный. То есть я встретился в 93-м году с ним. Это ему было, получается, 51, наверное, год. А нет, 52 года. Да, кстати, они с отцом Германом Чесноковым родились в один год. Отец Ионикий 30 августа, а отец Герман 7 августа отец Герман, а 30 июля. Ну, в общем, вот так. Летом родились оба. Уж простите, я не особо на этих датах какой-то... Смотри, машины едут, пыль. Давай сойдем в сторону. Вон, машины едут. Так тут пыльно и вонюче. Сейчас мы убежим в сторону храма. Вот так. Скроемся за елками, которые, кстати, мы с Мирославом Федоровичем сажали. Вот представляете, эти елочки мы посадили с ним в 1995 году. В 5-м году сажали, да? Да. На 50 лет войны. Видите, какой прекрасный вырос сад. И сажали специально. Тут была голая местность, чтобы отделить храм такой зеленой стеной. Вот видите, это я такую ставил табличку. Ну и вот такая у нас красота получилась. Ну, а Федорович, ты вот эту тоже делал, изгородь делал? Да. Делал, все делал, ступеньки делал. Ну, в общем, здесь вложен его труд немалый. Еще был один садовод, Валерий Семченко, который руководил здесь как раз садовыми делами. И его супруга Нина тоже много вложила в этот сад, чтобы тут клумбы были и все остальное. Это уж я так заодно вспомнил. Так вот, когда они родились, это 41 год был, вот только представить. Оба, естественно, пошли сначала не по церковному пути, но оба все-таки в конечном итоге оказались в лавре. И оба получили этот навык, как я понимаю, экзорцизма. Когда, начиная, он волновался, я видел, как он это производил в первое время. И такие силы он вкладывал вот в эту отчитку. Те, кто был давным-давно-то, вот 30 лет назад, видели, что там происходило. Там и на пол падали, катались эти бешеные, и кричали, и по петушиному-то они, и собаками-то лаяли.
Но, правда, не всегда все было так уж, как говорится, правильно. Давайте уж забавный случай расскажу. Там была одна женщина, которая вот падала и каталась, и голосом говорила, не своим, отвечала, кто в ней и что в ней. И интересная вещь, что когда я ее первый раз увидел, то я прямо напуган был, что ну как так, разве так может человек себя вести? Точно бес какой-то, демон сидит в этой женщине. Когда второй раз увидел, что повторяется одно и то же. Но самое, как говорится, для меня было загадочным, а почему не происходит-то ничего? Если она проходит отчитку, если, значит, вот такое с ней случается, и мы видим, что вроде как из нее вышел бес, она сразу такая успокоенная, хорошая. Почему на следующий-то раз она опять так же катается и опять так же орет? В общем, в конечном итоге я понял, что она играет. И я, выйдя из храма, там служили в каменном храме, в одном месте, грубо говоря, ее прижал и говорю, слушай, ты же артистка, ты же играешь. Ничего с тобой не происходит, не это. Ну, вы, бачка, вы думаете. Я говорю, что вы думаете? Я вижу, что ты играешь, что у тебя это. Вот. Вы только никому не говорите. Я это для того, чтобы привлекать как бы людей к этому делу. Я говорю, да не надо тут никого привлекать. Бог сам приведет, кого нужно. Но отцу Ионики, мы с ним сидели, а мы часто после или до того, или после, он приглашал к себе в дом, и мы там с ним сидели, кашу ели, еще что-то, и разговаривали. Я ему высказал, говорю, батюшка, ну вот она ведь притворяется. Он говорит, да я вижу, но ведь это что же вот такая бесовщина? Я говорю, ну, бля, понимаю, что бесовщина, но получается так, что вы из нее ничего выгнать не можете, раз каждый раз она валяется, а толку никакого от этого нет. Ну да, как-то я ей говорил, что не надо. А ее, говорит, опять вот, ее крутит, она опять это делает. Я говорю, ну ладно. И он ее отправил. Она потом уехала в другой храм, стала там старостой, но все-таки ее не стал. Я удивился, что ее не стал, а потом в тот храм приехал, не буду называть где. Она там очень хороший староста, там был хороший, прямо святой такой священник, добрый, спокойный. Он никак не мог этот храм восстановить, поскольку был уж сильно такой... Нет, не моя, но надо ее на вид, может быть, найдет кто-то перчатку. Кто перчатку потерял, вот она здесь лежит. Вот. А она как взялась прямо, ну так хорошо тогда тот храм, значит, получил финансирование, крышу перекрыл и все остальное. Так что польза все-таки была и от нее тоже. Так вот, когда он вот так первое время, уставая, заканчивал эти отчитки и все остальное, мы неоднократно с ним говорили на тему, что самое главное в ней не включать себя. Не включать себя. Это я к тому, что те, кто пишет сейчас, подождите, раз уж мы у источника, то надо, конечно, немножечко святой воды потребить. Господи, благослови, Отче Николай, моли Бога о нас. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот средства, которые гонят из нас все нечисти. Больше всего, мне кажется, боится лукавой святой воды. Вот. Так вот это то, что иногда пишут, как он много на себя брал, он после этого хворал. Знаете, я так скажу, ну вот это очень большая чушь.
Нет, я понимаю, и мы неоднократно это обсуждали, что все-таки ездили в Чихачево 90% людей, ну, можно так сказать, больных, духовно больных. Очень часто и не духовно. Часто там действительно те, кто в психлечебниках лечился и так далее, бывали. И о чем тогда можно спрашивать? Как они могут тогда понимать то, что происходит и что это за отчитки? Поэтому спроса с них большого нет. Но те, кто хочет хорошенечко разобраться, должны осознать раз и навсегда, что бесов гнать может только Бог. Только Бог. Никакой священник, никакой человек притронуться к ним не может. Больше того, ведь есть там у нас, что значит такое, что одним когтем тронет бес человека и разорвет его в клочья. То есть на самом деле процесс изгнания, как мы называем беса, он заключается не в том, что ты можешь его выгнать, и ты вот такой экзорцист, ты такой... А дело в том, что... А я даже не могу сказать в чем. Что надо быть уверенным, что Господь поможет тебе в этом деле. Вот что самое главное. Конечно, то, что нужно правильные молитвы читать, которые действительно просьбу Бога отражают, которые ты... И еще очень важно, на мой взгляд, любить тех, кого ты отчитываешь. То есть вот те, из кого ты хочешь выгнать этих бесов. Я не знаю, там очень много, конечно, условий, которые должны сложиться, и человек должен стать экзорцистом. Я скажу, что когда я начинал первые службы, ну просто очень страшно было. Страшно. Ну, тем более, вот мы в подвале делали, и такое впечатление, что сейчас где-то ошибешься, и что? А вот и что это самое главное? То есть вот тоже мы неоднократно с отцом Иваном и Ананикием обсуждали. Одна из проблем, что в то время, когда одни приехали и действительно хотят освобождения от беса, и стоят, и молятся, и плачут, им очень хочется измениться, другие стоят, ничего не понимают, потому что у них вот такое мышление, а третьи стоят любопытные. Первоначально, когда доехать было до Чихачева сложно, дороги были вот такие колеи, грязь и все. Я первое время не мог ездить, не было машины, а потом подарили. Когда у меня только Нива появилась, я стал почаще ездить, а потом у меня был Чероки такой, вот тогда уже чаще ездил. Так попытаешься через Нижний Ландих, там грязь, с той стороны там грязь. Дорогу-то сделал отец Иоанникий в каком? Ну, наверное, в 98-м году, что ли, или не помню в каком году. У него привез один человек ему, по-моему, дочь на отчитку, и все получилось. И он тогда сказал: батюшка, проси все, что хочешь. И дали денег на дорогу. Он захотел дорогу. Вот эту дорогу построили туда. Так вот, вот эти три категории желающих, не понимающих, их привезли сюда, но что-то нужно делать, и любопытствующих, это опасная очень смесь. Поскольку, ну, это же у нас даже в Евангелии рассказано, как Господь бесов выгоняет из Гадаринского бешеного, а они не хотят уходить просто так. Говорят: хоть дай в свиней нам перейти. Ну, Господь их в свиней переводит, но свиньям это бешенство, конечно, не подвластно удержать, и они все бросились в море. Они бросились не потому, что
просто бешеная свинья есть бешеная свинья. Так вот, во время отчитки, когда реально бесы выскакивают из человека, они сразу ищут, а в кого же еще войти. И они в любопытствующих вскакивают, и в тех глупых, которые стоят, не молятся, просто так ничего, в общем, ничего не делают. И вот это проблема. Это проблема. Вот. Когда этих любопытствующих стало много, а сделали дорогу, поехали, в том числе и автобусы, то однажды батюшка мне эту проблему высказал так. Ну вот, приехало 5 бешеных, уезжает 30. Но они, по-моему, на пазике тогда приезжали на таком автобусе. То есть вот те, кто сейчас считает, что если они возьмут те же самые молитвы, которые читал отец Ионикий, и будут делать то же самое, то у них это получится, то они очень ошибаются. Особенно я прошу священников на это обратить внимание, что в это дело влезая, вы сами можете стать одержимым, будете злым, будете обидчивым, будете клевету распространять. Ну, все, что несут бесы, будете делать, и вам будет казаться, что вы великий такой священник, который может такие же отчитки, как отец Ионикий, делать. На самом деле вы просто одержимый и с бесом внутри живущий священник. Ну, я даже священником трудно назвать, это просто человек. Я вижу таких иногда. То есть они реально где-то прихватили, в них живет. Они бегают активные, они бегают агрессивные. Они все, что хочешь, могут сказать, и что хочешь, могут провести. А служения-то нет. Служения нет. Поэтому просто заклинаю вас, не пытайтесь сами себя отчитывать или отчитывать кого-то ближних, тем более подбирая те молитвы, которые были у отца Германа, например, или у отца Ионикия. Отец Ионикий в первое время вообще их очень невнятно читал. Да вообще старался их внятно не очень-то читать, потому что было понятно, что если они включаются в эту молитву, а где-то прерываются те, кто входит в этот процесс, так вот в это окошко и влетают те, кто из других выскочил. Я его как-то спрашивал: батюшка, чего невнятно? А ну, не надо их к этому подключать, иначе будет им хуже. Служил я с ним несколько раз, в том числе и служил, читая отчитки. Вот, и при этом не как раз вот не гласно, то есть один раз я и гласно читал-то, а чаще не гласно. Он меня оставлял в алтаре и говорил: почитай здесь. И я брал вот молитву Петра Могилы, конечно, не в тот же самое время, когда батюшка ее читал, но просто читал тоже, чтобы усилить этот эффект. По-разному каждый раз проходило. Иногда он, возвращаясь в алтарь, говорил: ну все, сегодня ничего не получается. Стоит один прямо, ну он бесы все, и никак с ним не справишься. Особенно тяжело стало, когда стали ездить туда наркоманы. Вот мы прямо большую с ним беседу проводили о том, что он говорит: вот наркоманов очень трудно отчитывать. Если алкоголики спиртовые, их бес был еще не такой цепкий, то есть не такой сильный, его можно было изгонять, и на моих глазах и пить бросали, курить бросали. Очень смешной, помню, случай был, когда мы приехали с одним человеком, я уже вам рассказывал. Он приехал, жену привез свою. Я жену завел к батюшке в домик, он в домике принимал. Он ее поисповедовал, оставил ее
на ночь, что ночью пройдет отчитку. А муж такой вот, знаете, в 90-х годах такие были. Но он состоятельный, он приехал на машине сюда, привез ее, жену. И он, конечно, не хочет вот к этому быть причастным, что я не такой, меня не надо отчитывать. Но отец Иоанн вышел со мной и с ней на улицу, потому что там иногда стояли такая небольшая толпа, которая хотела его благословений. Там монахини приезжали при мне однажды тоже смешной был случай. Ну давайте я сейчас про курящего этого. Так вот он ее подвел к нему и говорит: а ты что хочешь? Ну он такой: да, ну вот бросить курить хочу. Батюшка говорит: ну давай бросим. Где твои сигареты? Он достает из кармана пачку сигарет, дорогих пачку сигарет. Такой смотрит на них и такой еще довольный, что у него такая дорогая пачка сигарет, а тогда это было действительно модно дорогие сигареты иметь. И батюшка ему говорит: ну бросай. Он посмотрел удивленно, бросил. Топчи, говорит, ее. Тот на нее наступил. Батюшка говорит: сильней топчи. Он ее раздавил и смотрит на него, что, дескать, что вот это и есть все, что бросил. Но при этом батюшка говорит: наклонись, я помолюсь. Он наклонился, он епитрахиль на него накинул и помолился. Помолился, а я приехал вместе с этим человеком. И когда мы сели обратно в машину, он открывает бардачок, а у него там еще этих сигарет несколько пачек. И такой открывает бардачок, вроде закурить. Закрыл бардачок и говорит: что-то не хочется. Я говорю: ну так, наверное, ты бросил. Говорю: уж не надо повторять, зачем тебе это нужно. Так вот, через несколько лет он ко мне заехал и говорит: отец Михаил, а ведь я так и бросил. Я с тех пор беру, а меня тошнит, меня мутит, мне не хочется. Говорит: я больше не возобновлял. Поэтому вот это на моих глазах. Ну, на моих глазах точно так же проходили отчитку или молитву вот такую, получали наркоманы, тоже бросали. Про монахини. Стайка монахинь я вам рассказать хотел. Значит, я всегда к нему заходил без очереди. И как-то с кем-то мы приехали, а тут стоит группа монахинь, молодые девушки. И я сразу к нему, молитвенный святых отец, он заходи, он меня запускал, даже кто-то, если у него и был, я иногда слушал некоторые разговоры и исповеди. Вот. В этот раз мы все сделали, я выскочил, а эти монахини говорят: отец Михаил, скажи ему, что мы хотим к нему, а он их не принимает. Я вернулся, говорю: батюшка, там монахини просятся, говорят, что вы их не принимаете, очень хотят. Он говорит: а ты их спроси, откуда они. Я вышел, говорю: девчонки, а вы откуда? Они: да мы, батюшка, из Болгарии приехали. Я такой: из Болгарии. Я захожу, говорю: батюшка, они из Болгарии приехали, к тебе просятся. А он говорит: иди спроси их, у них там что, Христос Бог другой? Пусть едут домой. Скажи, пусть едут домой. Я такой, конечно, вышел и говорю: девчонки, вопрос не от меня, а от батюшки. У вас там в Болгарии Христос другой? Они говорят: нет, тот же самый. Вот он вам сказал: езжайте домой, дома молитесь. Вот. Они как взвыли: ой, да вы что, мы из Болгарии, мы не можем такой. Я говорю: ну, сами решайте. Ну, я так понимаю, что они еще постояли, все равно он всех принимал. Не было такого, чтобы никто не приходил к нему, не добивался. Ну, иногда, конечно, долго. То есть некоторых он выдерживал. В первое время обязательно нужно было быть венчанными. Я столько пар повенчал вот в этом храме,
которых он ко мне присылал, невенчанных, сначала венчались, у меня ночевали, потом к нему ехали, и тогда он их уже либо отчитывал, либо причащал, или еще что-то. Потом, я не знаю, по-моему, там появились свои священники, уже там, наверное, появились, значит, проводили службы венчания. У меня сократилось отношения вот такие, тем более служебные, когда меня тоже из церкви убрали, и я принял решение, что я, как полагается, вот по церковным правилам, больше служить пока не буду. Потому что я все-таки надеюсь на восстановление. Я не пошел на восстановление, которое мне предлагали в Константинопольской церкви сделать, не пошел в другие церкви, где мне даже епископы предлагали быть. Я решил, что буду ждать, Господь сам управит. Господь сам решит, что со мной будет. Но меня очень удивило, что отец Ионаникий попал в такое же положение, и его даже больше, чем меня, лишили сана, потому что у меня-то указа патриарха так и не было по лишению меня сана, а ему все сделали. Так вот, я думал, а как он это переживет? Я ведь с трудом пережил, то есть мне действительно это далось тяжело, там и сердце болело, и все. И те, кто эти гонения устраивал и продолжал, они добивались смерти. То есть, еще раз повторяю, эти гонители, скольких погубили. Умерли отец Харисанф, отец Василий, отец Анатолий, отец Николай, схимонах Ларионов. Они же от гонений вот так это. Мне Бог дал сил. Я, конечно, выжил. Но выжил, честно говоря, и тем, что я читал эти молитвы против этих людей. Ну как, не то что против, я на расстоянии пытался гнать из них бесов, которые в них меня же и гонят. То есть, но я, еще раз повторяю, здесь нельзя применять. Все должен сделать Господь, как Он благословит. Больше того, я вам скажу так. И я это понимал, что выйти вот из этого практически невозможно. То есть, когда отец Ионаникий принял на себя такой крест, крест величайший, и я не вижу, кто его сейчас еще может повторить, то как бы он ни болел, что бы с ним ни происходило, было понятно, что выйти из этого просто невозможно. Господь не отпускает. Это службы величайшие, которую он производил. Сейчас называют некоторых, что они тоже это делают, а я и бывал. Там однажды один приехал ко мне, Серафим его, по-моему, да он даже начинал такие в Кузнецово, якобы отчитки тоже, значит, ко мне приезжал. Давай вместе послужим, приезжай ко мне в Кузнецово. Ну, я уже был так достаточно популярен по этим, видимо, я ему нужен был для того, чтобы в Кузнецово поднять там какой-то имидж. Но я поехал, посмотрел, да, старец, вот он молится, вот он, я вам скажу так, ничего там не было. Никакого старца не было, чисто театрализации всего этого нашего, как говорится, православия, и никакого экзорцизма, ничего не случилось. Ну, поэтому так вот там все это и произошло. Поэтому, дорогие мои, много я чего не рассказал, но я вас уверяю, что все было по-настоящему. Гонения хорошие, потому что негонимый, еще раз повторяю, православный, на мой взгляд, недостаточно православный. У нас гонимость входит в состав нашего блаженства. Поэтому те, кто живет и в ус не доит, ест, пьет и радостно, значит, существует, к большому моему сожалению, не враги лукавому. Поэтому они так приятненько и проживают. Ну, а все остальные, кто действительно мучается там, трудности у него, когда он, значит, хочет стать христианином, это те, кого Господь не оставил, кого любит, кого через эти трудности ведет к тому, чтобы
они действительно были совершенными. При этом, еще раз повторяю, не надо путать свои грехи и беса внутри себя. Это очень разные вещи. Хотя некоторые говорят, что каждый грех – это бес, некоторые говорят, что вот все грехи, которые перечисляешь, это все бесенята, которые надо там их до 12 с лишним тысяч можно насчитывать. На самом деле нет. Вот есть конкретно, конечно, бесы, которые со страстями, они помогают страсти развивать. Но начинаются эти страсти с повреждения вашего действия, жизни, греха, совершения греха. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что экзорцизм у нас затух в последнее время, а сегодня я получил информацию, что успел отец Илий на 94-м году. Он был, я думаю, так, тайный экзорцист, потому что молитвы, он там в алтаре, я был в алтаре, где он в Переделкино служил, я видел, какие там молитвословы лежат. Он, конечно, читал, и за Россию читал, и за тех, кого попекает, читал. Но, наверное, это был вот последний, которого я знал, что он действительно мог с бесами бороться. Не с сатаной, а с бесами, которые вселяются. И вот это, к сожалению, неправильно, что у нас это уходит. Еще больше сожалений, что в европейских церквях это не только продолжается, но и усиливается. Мы все-таки должны осознавать, что, хоть мы их и считаем, что церкви неправильные, там вера неправильная, что-то там неправильное, но тем не менее, если из американцев 20% жителей каждую неделю ходят в храм, то наша официальная статистика говорит, что у нас ходит в храм 2-3% каждую неделю всего населения. И это, конечно, большая беда. Даже если у них там неправильно, но они сидят, читают, простые-то люди не виноваты в том, что у них церковь такая, а не православная. И при этом у них очень развит экзорцизм. Отчитки там прямо проводятся, курсы для священников, чтобы это все читать. И есть тоже конкретные, тоже официальные экзорцисты, к которым ездят в разные храмы, и эти службы люди стоят и проводят. У нас потихонечку вот церковь превратилась в такое служение, давайте скажем так, свободное, спокойное, при котором ничего как бы не происходит. Хотя это тоже, тоже нужно и тоже правильно, потому что причастие, сопричастие с Господом, причастие, оно как раз дает возможность быть тем, в кого не вселяются. В причастника не вселяются. Больше того, это мое такое убеждение, что если в тебя вселился, то ты не подойдешь к причастию. Господь тебя не допустит. Так что вот это одна из, можно так сказать, своих проверок, что «а я как живу? Я только грешный или во мне бесы живут?» Сходите, попробуйте исповедоваться, так все искренне. Попробуйте покаяние принести. То есть исповедь и покаяние это немножечко, расширяет покаяние, понятие исповедь. И попробуйте абсолютно откровенно подойти к чаше с мыслью, что если во мне бес, я погибну. То есть Господь меня просто... У нас ведь есть такое, что себе в погибель можешь причастие получить. А если нет, то отойдешь радостный, летать будешь, крылья у тебя за спиной, как у ангела, появятся. Вот, это нужно делать обязательно. И не ищите. Я думаю, Господь проявит того, кто действительно по-настоящему будет. И не пытайтесь... Я думаю, в Чихачево можно приезжать только для того, чтобы у могилки отцу Ионике помолиться.
поскольку я считаю, вот он святой, и уже можно его оттуда просить о заступничестве. Да, не канонизированный, но всему свое, как говорится, время. Пытаться там вот те же самые службы, которые при нем проводились, значит, на них, и вот, ну, не буду я ничего говорить, я не был на этих службах, не знаю, как это все будет дальше. А пока вам всем здоровья, надеюсь, что еще пройдет несколько лет, я вам еще подробнее, еще какие-то тонкости расскажу, а пока, на мой взгляд, хватит. Но самое главное, хватит беситься, хватит поминать. Вот запомните эту истину, что как помянули, так он здесь. То есть перестаньте вот эти все страхи, вот эти все, вот эти для себя. Просто радуйтесь, что вы христиане, что вы с Богом, что Господь вас, ваш заступник и спаситель наш, Бог, Слово, спаситель наш. Это и есть ваша защита от всяких дурных вещей. Вот так. Извините, что так немножечко не связано что-то говорю. Честно говорю, очень много нужно выбирать пока из того, что сказано. Но надеюсь, что все равно вам и это о своем батюшке приятно слышать. Здоровья вам всем, радости, помощи Божией. Аминь.